С учетом сделанных выше замечаний, анализ активных факторов, обусловленных при кашле скоростью выдыхаемой воздушной струи, резонно проводить, не упуская из вида то обстоятельство, что в дистальном и проксимальном участке дыхательного тракта линейная скорость ее различается по модулю более чем на 2 порядка. В силу этого сама по себе линейная скорость, будучи разной на разных участках воздухоносного тракта, может быть лишь условием для проявления конкретных феноменов, закономерно сопряженных с параметром потока газового вещества, заключенного в замкнутом трубопроводе. Прежде всего, приступив к такому анализу, желательно разобраться в деталях реализации того феномена, который, скорее всего, и питает собой широко распространенное заблуждение о способности воздушного потока, имеющего скорость более 25 метров в секунду, отрывать кусочки слизистого секрета от бронхиальных стенок и переносить их в направлении гортани. Корни этого заблуждения покоятся в недооценке того обстоятельства, что от величины линейной скорости напрямую, при прочих равных условиях, разумеется, зависит внутренняя структура потока, которая при нарастании скорости выше определенной величины, разной при разных условиях, преобразуется из ламинарной, суть пластинчатой структуры, в турбулентную или, что равносильно, в вихревую. В связи с этим важнее амплитудного значения линейной скорости потока оказывается степень его турбулентности, ибо именно за счет вихря взаимодействие потока с текучим веществом, распределенным по стенкам трубопровода, становится качественно отличным от взаимодействия с тем же веществом ламинарного потока. Суть отличия состоит в том, что за счет динамической внутренней структуры вихревой поток способен значительно эффективнее ламинарного передавать часть своей внутренней энергии через границу раздела с веществом стенок трубопровода. При этом за счет поглощенной энергии турбулентного потока в текучем конденсированном веществе, распределенном на поверхности стенок трубопровода, могут возникать нелинейные колебания, обусловленные в грубом приближении просто неравномерным распределением динамического давления в струе. Вот на этой схеме стрелкой H обозначена точка поверхности текучего вещества, на которую действует повышенное давление со стороны газового потока. Стрелкой L обозначена точка, в которой давление понижено, а стрелкой V направление потока газа. А далее показано, как под действием разницы давления в соседних зонах поверхность текучего вещества искривляется в результате его смещения с образованием впадины в одном месте и выпуклости в другом месте. А далее на этой же схеме показано, как развитие тенденции искривления поверхности, сопряженного с перетеканием вещества, ведет к формированию гребней по типу тех, что наблюдаются на воде при сильном ветре. Понятно, что, как и волны на воде, такого рода волны тоже могут терять свои гребни, увлекаемые током воздуха. Однако, чтобы это произошло, необходимо, чтобы внутренняя структура вихря сохранялась некоторое время. Достаточно для перетекания вещества с образованием гребней.
Причем потребное время окажется тем больше, чем более вязким будет текучее вещество и чем тоньше будет слой этого вещества на нетекучей платформе. Суть в том, что сцепление вязкого вещества с нетекучей платформой всегда заведомо выше, чем его трение в соприкосновении с газовым потоком. И потому оптимальным условием для реализации такого механизма является наличие фиксированных неровностей подстилающей поверхности, как бы направляющих собой завихрение газовой струи. Заметим, что в устройстве органов внешнего дыхания такие как раз оптимальные условия создаются в полости носа. Вот это можно посмотреть на данной картинке. Во-первых, за счет сложной формы носовых раковин, создающих устойчивую топологию вихревого потока, и, во-вторых, за счет того, что вихревой поток, обладающий высокой линейной скоростью, удерживается максимально возможное время, ограниченное сверху расходом всего запасенного на вдохе объема воздуха в одном специфическом выдохе, каковым является, например, чих. Понятно, что высмаркивание – это произвольная модификация естественного чиха. Однако полагать такой вот механизм сколько-нибудь значимым в структуре кашлевого паттерна нет оснований. Причем нет их не только по причине физической невозможности придания высокой линейной скорости воздушной струи на уровне бронхов дистальнее пятой их генерации. Но и в крупных бронхах это невозможно по причине попросту кратковременности кашлевых толчков, образующих собой ту или иную серию в составе единого паттерна. Из этого следует, что действующие в структуре кашлевого паттерна факторы, принадлежащие воздушному потоку, обладающему высокой скоростью, надо искать как минимум с учетом прерывистого характера кашлевого паттерна. То есть с учетом того фактора, что запас воздуха делится на несколько порций. То есть с учетом именно того качества, которое обычно из поля зрения медицинских теоретиков, медицинских специалистов выпадает, но наличием которого кашель радикально отличается от любого другого дыхательного маневра, включая форсированный выдох. Однако это означает, что прежде чем продолжить анализ действующих факторов воздушного потока, обладающего высокой линейной скоростью, резонно уделить внимание феномену серийности кашлевых толчков в составе единого кашлевого паттерна, ибо в нем маневр голосовых связок предшествует движению газа. Следовательно, надо будет уделить внимание существу физических явлений, которые сопряжены с вот этим вот движением голосовых связок.